Здравствуйте, друзья! Сегодня будем делать абразивную шарошку. Вот взял пробочку от бутылки, наждачка. Мы ее сделаем двойную. Обверну наждачкой и еще с торца сделаю. Можно будет под разными углами обрабатывать материал. И попробуем, как это все работает вот на такой вот бормашинке. И начнем. Взял болт. Примерил примерно. Вот он 6, 60. Тут как раз вот в патрон встанет остаток. Пробка у нас 38. Вот 22 как раз нормально будет. Вот винтики, гаечки. Теперь нам нужно найти центр. Как это сделать? Вот окружность у нас 20 миллиметров. Поставим любую точку на окружности. То есть вот она будет. Так. Сейчас мы найдем центр по геометрии. Теперь нам нужно сделать прямой угол. Прочертить от этой точки. Ну вот они, в общем, концы. Вот они нашего. То есть вот он получается прямой. Просто начертить трудно. Нам самое главное вот эти две точки. Сейчас между них мы чертим линию. Как мы уже знаем, 20 же окружность. Да, 20. И вот серединка, ищем десятку, как раз и будет нашим центром. И вот она, середина. Вот, нашли мы середину. Теперь нужно ровненько сделать. Шилом прокалываем. Вот оно, шило вышло. Сделали сквозное. Одеваем нашу шарошку. На резьбу накручиваю. Можно, конечно, даже и на гвоздь сделать, но гвоздь все равно, они немножко вот, они кривоватые. А вот на шарошечку будет, в смысле на болтик будет само то. Тут даже резьба вон есть, все нормально, все крутится. Вот болтик я прячу за подлицо с пробкой, чтобы не видно было. То есть туда вдавливаю. Все, вдавилось. Вдеваю шайбочку. Одену и болт. Все закручу. Вот, друзья, прикрутили. За подлицо спрятали мы болтик. Все, давайте вставим, посмотрим, что у нас получилось. И потом уже начнем склеивание. Давайте поглядим. Чего страшного, что за резьбу работать должно. Ну, немножко бьет. Можно обточить напильником. Возьмем напильник, возьмем бормашинку и сейчас подровняем. Биение уйдет. Вот такие вот движения. И она выровняется. Все, видите, ровнее, ровнее, ровнее. Главное, не останавливайтесь. То есть введите. Все, пробочка готова. Биение, конечно, а вот еще. Вот. Еще надо точить. Сейчас бугорки уйдут, и она будет ровная-ровная.
Все, больше не надо. В принципе, идеально. Ну, вот она лишняя убирается. Вот до сюда бы можно дойти. Но, в принципе, меня устраивает. Если хотите полностью, чтобы была совсем ровная, нужно тогда вот это тоже убирать. Ну, то есть еще можно поточить. Давайте уж тогда до идеала дойдем. О, смотрите, какая красота, как идет. Все, больше не надо ее точить. Сейчас уберем мусор и начнем дальше работать. Все, достаем шарошку. Сделали ее более-менее ровно. Да не более-менее, а прям ровно сделали. Теперь буду вокруг, вот здесь вот клеить, из торца. Наждачки чуть поменьше, чем длина шарошки. Где-то вот так. Так. Длину нам надо тут немного. Наждачка 60-я. Так вот надорвал, а потом вот таким вот образом. И уже на шарошку 100% хватит. Так, сейчас лишнее, сейчас да, ножницами будем, ладно. Как не хочется мне их тупить, но придется. О, все, будем клеить. Начинаем нашу склейку. Специально вот полиэтиленчик взял, чтобы стол не запачкать. Полиэтилен склеивается плохо, но этот клей даже полиэтилен клеит. Но полиэтилен легко отклеить. Все, и будем мазать нашу шарошку. Все, беру ватную палочку для удобства и наношу на наждачку. И приклеиваю. Самое главное — концы. И теперь брызнем затвердителя. Все, наждачка схватилась. Ну вот, эту часть шарошки мы сделали. Немножко вот сюда еще клея. Здесь вот. Здесь обязательно концы проклеим. Чуть-чуть затвердителя. Все, готово. Сейчас будем делать торец. Ну, чуть-чуть можно больше взять на отрез 21. 21 это диаметр, значит 10,5 берем радиус. И по радиусу сделаем. И вот отрежу, и вот на этом пятачке все сделаю. Делается просто. Вот берете и чертите. Циркуль, он и есть же циркуль. Но на абразивной части лучше штангенциркулем так не делать. Потому что если будете на абразивной части, вот здесь вот, размер потеряется, вы же сточите его, размер потеряется, будет неточный. Ни в коем случае нельзя, только на каких-нибудь мягких металлах, допустим, на дереве еще, там на пластмассе, но на металле ни в коем случае. Вот ни в коем случае, я вам говорю. Штангенциркуль выбросите. Только специальный с победитовыми насадками можно.
победит, как бы он тупится долго. Ну и вот отрезаем. Готов. Все. Начинаем нашу склейку. Тут уже проблем не должно никаких быть. Берем побольше клея. Прямо вот сюда. Торцы тоже проклеиваем. Все. Наша шарошка, мы ее потом еще готова. Сейчас мы ее брызнем затвердителем. Все. Сейчас ее обточим. Тут немножко неровностей, но это мы сейчас сделаем быстро. Вот. И вот неровности сейчас подровняем. Можно также вставить в бормашинку на напильник. Ну ладно, на наждачке сделаем. Такой маленький камешек шлифовальный. Вот, то есть чуть-чуть торцы подровняем. Все. Шарошка готова. Шарошка готова. Вставляем в бормашинку. И включаем. Вот так работает. Шлиф-станок готов. Давайте деревяшку попробуем. Вот наш торец работает, смотрите. Да она просто грызет дерево. Так это первая скорость еще. Торец наш. Вполне нормально. Вот такая вот шарошечка получилась. Большие обороты не рекомендую на них включать, потому что все равно как бы самодельные. Подписывайтесь на канал. До свидания.